Скорпионы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на 2023 год. Год черного водяного кролика. Год, который обещает массу перемен, массу событий, активного движения, серьезных геополитических изменений. Но мы посмотрим, чем он ознаменуется для вас. Помогают мне сегодня в работе две колоды, Таро Легенд, а также настоящее черное Таро. Инструменты, которые будут нам раскрывать ваш событийный ряд. Надеюсь, что вы готовы. Кстати, сразу вам на заметочку даю информацию, что в первом закрепленном комментарии я оставлю прогноз на 2022 год, что вы могли его просмотреть, проанализировать, сделать выводы, отыгрался у вас прогноз или нет. Ну, в принципе, вообще резонируют мои прогнозы с вами или нет. Смотрим, что же вас ожидает в сфере бизнеса, работы, трудоустройства. И у нас здесь падает аркан повешенный. С одной стороны, можно считать, что это карта застоя, но здесь несколько иное значение выражения этого аркана. Потому что, смотрите, здесь повешенный у нас не привязан ногами, ноги не связаны. Легкость, оторваться от ситуации, быть свободным, не быть привязанным к месту. Для многих это может быть изменение условий труда, графика труда. Для некоторых это будет вопрос независимости, то есть не быть привязанным к кому-либо. Потому что произойдет переоценка системы ценностей, иной взгляд на вещи, иной взгляд на заработок, может быть даже на сферу деятельности. Потому что по отшельнику у нас чаще всего проходят физиотерапевты, анестезиологи, психологи, гипнологи, регрессологи, эзотерики. Если, возможно, вы видите себя в этой нише, либо вы занимаетесь тибетскими практиками, являетесь тренером по йоге, пилатесу, то действительно у вас будет очень плодотворный и продуктивный год. Конечно же, не могут быть все полностью задействованы в этой нише, для каждого это отозвется по-своему. Вот я и хочу посмотреть и прояснить, чем же для вас будет созвучен этот аркан, эта ситуация. Итак, раскрываем эту карту. Что вам готовит сфера бизнеса и работы? Колесница, двойка жезлов и королева жезлов. По этим арканам у многих может быть вопрос фриланса. Сейчас объясню почему. Потому что колесница, как правило, это сам себе хозяин, не привязанный. Работа дистанционного плана, либо работа даже как фрилансер на ряд учреждений. Потому что, видите, по двойке жезлов. Ну, не то чтобы и вашим, и нашим, но вы можете совмещать работу на нескольких предприятиях или в нескольких фирмах. Королева жезлов – это, во-первых, чьей-то женской подачи, подсказки, мотивации. Ну и в целом это просто показатель реализации ваших амбиций, достижения новых социальных целей, новых социальных планов. Еще колесница здесь может указывать, поскольку падает повешенный, это вообще изменение ситуации, изменение графика работы. Ну, по принципу, предприятие ваше могло работать 5 дней в неделю, стало работать 4 дня в неделю, или у вас может измениться график сутки через трое. Но в большинстве своем, еще раз сделаю акцент, это для вас изменение условий труда. Итак, допустим, если вы у нас не работали, по ряду причин работать не можете, то это перебиваться время от времени какими-либо заработками. Если же вы у нас в статусе соискателя, то королева мечей – это успешно пройденное собеседование, и здесь вы можете совмещать несколько должностей, хотя, допустим, ранее даже не рассматривали для себя такую перспективу. И если же вы у нас являетесь наемным сотрудником, давайте проанализируем, как для вас будет идти эта цепочка событий, то здесь по шестерке пентаклей это просить помощи. Сейчас объясню. Здесь вы можете с руководством по обоюдному согласию менять либо график работы, либо условия труда, то есть менять какую-то концепцию вашей деятельности. Вот поэтому идет измененный взгляд на вещи и на ситуацию. А если же у вас свой собственный бизнес, то по восьмерке чаш. Здесь по этому аркану это либо вести работу полностью дистанционного плана, либо вообще отойти от дел и кому-то делегировать свои полномочия. Про закрытие вашего бизнеса я говорить не могу, по той простой причине, что дотягиваю аркан, колесо фортуны. Ситуация стабильная, развитие здесь идет, просто вы здесь как удаляетесь от каких-то, ну не то чтобы, говорю, руководящих основ, ну передаете кому-то бразды правления, а больше занимаетесь другими сферами жизни. Если же мы с вами посмотрим сферу финансов,
какова будет ситуация? По императрице она прекрасна, потому что императрица карта плодородия, карта достижения, карта богатства, заработка, новых возможностей. Конечно же, сам по себе аркан может сулить траты на супругу, на маму, на женщин вашего рода. Или если вы, допустим, готовитесь к появлению детей, то есть уже знаете, как откладывать, готовиться к этому моменту. И опять же, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, это вкладывать в себя, в свое здоровье, во внешность, в преобразование. С точки зрения доходов, а доходы это не только деньги, которые вы получаете на работе, это не только там оклад или какая-то прибыль. Потому что доходы это могут быть и вопросы наследства, это могут быть возврат долга вам, какие-то проценты, дивиденды, выигрыш в лотерею, да все что угодно. Или для женщин финансовая поддержка со стороны мужчины. Вот я хочу посмотреть, как это отыграется для вас. И у нас здесь падает Луна, тройка пентаклей и, как мы видим, пятерка мечей. Здесь у вас будут идти, как знаете, как колоссальные изменения в плане финансов. По императрице ситуация стабильна. Луна, тройка пентаклей, пятерка мечей, так то густо, то пусто. То есть нет фиксированной постоянной суммы. Это первый нюанс. Еще, например, для мужчин здесь может быть ситуация, что вы будете финансово частично зависеть от женщины, от супруги, либо от матери. Для женщин это здесь, как правильно объяснить, Луна, тройка пентаклей, пятерка мечей по ситуации. Вы не можете распределить прибыль либо доходы. То есть они здесь есть, но, я говорю, то очень большие суммы, то какой-то период затишья. Поэтому у вас будет такая, вот знаете, говорю, качели. Так, смотрим вопросы здоровья. Какова здесь ситуация? По умеренности. Умеренность у нас карта баланса. Сам по себе аркан указывает на нормальное состояние и ментального, и душевного, и физического здоровья, но иногда может указывать на нюансы, знаете, как вопросы диеты, чтобы стабилизировать ЖКТ, или нюансы, связанные с гормональным фоном. Поэтому давайте мы с вами сопоставим и проверим. У нас здесь ложится король жезлов, жрица и солнце. Карты здесь прекрасные, карты замечательные. Все, что здесь может вас своего рода как мучить, это проблемы с желчным, и как следствие у кого-то могут быть проблемы, связанные с изжогой, потому что жрица это скрытая ситуация, король жезлов и солнце это, знаете, ситуация, когда печет. Но здесь это можно решить по аркану умеренность, обратившись к гастроэнтерологу, ну и в принципе соблюдая его предписания. Это просто вопросы диеты, может быть приема каких-то витаминов, БАДов, которые стабилизируют вашу ситуацию. Но чего-то серьезного, каких-то там перемен по здоровью я здесь не вижу. Вопросы личной жизни. У вас падает аркан маг. Карта прекрасная, но в то же время двоякая. Почему? Потому что это не только карта контроля, самоконтроля, контроля других, дисциплины, но и также в свое время карта манипуляций. Как вы можете манипулировать кем-то ради достижения цели, так и кто-то может манипулировать вами. Вот сейчас хочу посмотреть, как для вас раскроется данный аркан. У нас здесь ложится звезда, туз мечей и тройка мечей. Так, и дно колоды у вас десятка пентаклей. Будем сейчас разбирать поэтапно. Если на текущем этапе вы у вас свободны, ни с кем не живете, не встречаетесь, то эти карты сулят знакомство с человеком, который может быть не свободен. И вы будете видеть из него веревки ради своих интересов. И если же вы уже состоите в любовных треугольниках, то здесь ставить вопрос ребром и манипулировать с целью разрубить этот любовный треугольник и выстраивать семейные связи. Если вы уже длительный период встречаетесь, сожительствуете, либо у вас семья и брак, то здесь это пресечь попытку подката к вашей второй половине. Неважно, мужчина вы или женщина, потому что здесь по этим картам, ваша вторая половина для кого-то станет объектом внимания. Сейчас даже дотяну. Видите, карта жрец, это официальный брак, но в большей степени это касается мужчин, потому что по жрецу здесь может идти появление соперника. Так, да, видите, жрец и суд. И вы будете бороться за восстановление отношений, либо за укрепление союза. Для женщин это, знаете, как бы по отношению к вам кто-то будет активно проявляться.
Так, смотрим в плане неожиданности. Какова у вас здесь ситуация? Что у вас здесь? По неожиданности у вас падает дурак. Дурак вообще сам по себе аркан, который указывает на новый цикл, новые возможности, новые достижения. Причем это может быть как новое хобби, новая работа, для кого-то новый социальный круг. В принципе, вопросы переезда, для кого-то появление детей, для кого-то вопросы омоложения как новый этап жизни. То есть, знаете, как начать наново. Вот я хочу посмотреть, что же здесь будет по факту. Итак, королева чаш, десятка мечей и здесь двойка пентаклей. Здесь карты говорят о новом человеке, которого будете отсекать или отрезать. Сейчас объясню. Потому что, смотрите, по этим арканам, во-первых, для женщин, это как акцент, сразу пресечено корню появления любовницы. Для мужчины это как не дать проявиться эмоциональному плану и не дать вашей женщине обрести новое партнерство. Еще, если смотреть по этим картам, дурак у нас еще часто указывает как наличие каких-либо детских травм. Поэтому королева чаш, десятка мечей и двойка пентаклей — это закрыть этот гештальт, чтобы не было этого дисбаланса в вашей жизни. Потому что король мечей в данном случае — это обращение к специалисту, врачу, который вам поможет с этой ситуацией. И если рассматривать для кого-то вопросы, связанные с беременностью, с вопросами зачатия, эко-оплодотворения, и если вдруг, к сожалению, вы имели неудачный опыт, то для вас здесь появится второй шанс, вторая возможность, вторая попытка. Поэтому дерзайте, я уверена, у вас все получится. Что у вас уйдет в рамках этого года? Какова здесь будет ситуация? По карте Луна уйдет неясность, сомнения, страхи, вопросы самообмана. Для кого-то панические состояния, для кого-то чувство тревоги. По Луне может уйти вообще вопрос изменения гормонального фона, ну по принципу как разродиться, да, родить. У кого-то, ну для женщин больше актуально. Вопрос, знаете, как уйдет репродуктивная функция. Ну, еще что здесь может уйти, если вас донимали, какие-то вещи, сны, какая-то информация, то, знаете, это перестанет идти потоком. То есть ситуация, которая вас отпустит. Потому что часто мне пишут, объясните, с чем это связано, постоянно снится один и тот же вещи сон, или я вижу одни и те же цифры, или там своего рода какие-то знаки, с чем это может быть связано. То вот эта вот информация, которая вас терзала, которую вы, по сути, не могли разгадать, что к чему, вы либо найдете ответы на свои вопросы, либо эта информация перестанет к вам приходить. Ну, давайте посмотрим, что же будет у вас здесь. Так, паж чаш, королева мечей и туз жезлов. Ну, на повестке дня в большей степени здесь это идет речь о вопросах, это для женщин больше актуально. Потому что изменение гормонального фона с целью, ну, вообще по вопросам рождения, то есть разродиться. Для кого-то изменение гормонального состояния отходит репродуктивная функция, потому что это быть в новой ипостаси, закрыть для себя эту возможность. То есть может здесь быть период климакса. Для мужчин, если смотреть, то здесь вот, видите, пятерка пентаклей, был кризис. Выйти из кризиса, то есть детские травмы проработать и начать как новую веху в вашей жизни. Если это были какие-то личные неурядицы, неустои, тоже, опять же, их проработать и выйти из этой ситуации. Если были конфликты с детьми, либо просто напряженные взаимоотношения, то есть это найти общие точки соприкосновения, то есть конфликтные ситуации, которые уйдут. Если будем смотреть, что к вам придет по аркану справедливость, она же правосудие. По этим картам могут идти какие-то проверки, как на работе, в бизнесе, или, допустим, вы сдаете экзамены там, на знание языка, на вождение, или вы защищаете докторскую, кандидатскую, потому что справедливость – это критика, это оценивание, это подход. В чем-то может быть предвзятое отношение. Опять же, это юридические вопросы, то есть подать апелляцию, вопросы наследства, у кого-то заключение брачного договора, еще какие-то моменты. То есть много юридической волокиты.
Опять же, справедливость это, ну, не всегда судиться, но это подавать какие-то апелляции, пересмотр документов с налоговой, ну, с любыми, в принципе, инстанциями, будь то вопросы ЖКХ или что-то там более глобальное, то есть получение там пенсии, субсидий и так дальше. Посмотрим, что у вас здесь. Раскроем этот аркан. Паж мечей, двойка чаш и 8 мечей. Но для многих по этим картам это как проанализировать ситуацию, связать себя обязательствами официальными. Если вы еще не в браке, то это все-таки может быть эти намерения заключить этот брак, дабы отсечь посягательство на вашу вторую половину. Если вы уже в браке, это может быть вопрос... Ну, если кто-то там не решался, но надумал, заключение брачного договора, или же, знаете, как какие-то документы переподписать, там, доверенность или что-то оформить, переоформить. Ну, то есть это больше юридическая такая волокита, или там оформить дарственную. Здесь это решить для себя вот эти моменты, выписаться, прописаться, это, знаете, как совместно. Вот этим будете заниматься в течение года. Если же смотреть карту года, чем для вас будет обозначен этот период? По аркану смерти, не бойтесь, это не вопрос физической смерти. Карта смерть – это окончание старого цикла, начало нового и во многом трансформации. В чем именно будет трансформация, эти глобальные знаковые перемены, сейчас будем смотреть, будем прояснять. В чем именно вас затронут эти перемены? 5 жезлов. Повешенный, и здесь падает королева пентаклей. Ух, какие карты. И дно колоды 4 жезлов. Слушайте, но в первую очередь вас коснутся изменения внутри взаимоотношений. То есть, если у вас не было личной жизни, то это за нее бороться, она у вас появится. Потому что 5 жезлов – это внутренняя борьба с самим собой, со своим окружением, выходить из состояния застоя и обретать стабильность. Это первый момент. Причем это актуально как для мужчин, так и для женщин. Если смотреть для мужчин, то у вас здесь падает пентаклевая барышня. Если вы в любовных треугольниках, это, говорю, выгрызть зубами, знаете, как перспективу на счастье, строить семью. Если вы уже в стабильных взаимоотношениях, это как перестать заниматься самоедством, либо съедать партнершу. У вас женщина здесь земной стихи, телец, дева или козерог. Если меня смотрят... девушки, то здесь больше акцент идет на то, что как поменять свой взгляд на семейный бюджет, на распределение доходов, то есть как преобразование этих моментов, то есть решение этих глобальных вопросов. И во многом перемены еще будут связаны с жильем, покупка, продажа, приобретение нового жилища, переезд на новое жилище. Потому что если посмотреть, карта праздника, да, но вот здесь у многих может желание обрести свою усадьбу, потому что мы здесь не видим города, мы не видим хаоса, это больше как пригород или какая-то сельская местность, то есть может быть жить уединенно. Поэтому здесь 5 жезлов повешенной и королева пентаклей – это решение финансовых вопросов, связанных с этими моментами. Смотрим, что же у вас здесь на совет, на рекомендацию. Какова ситуация будет? Суд. Слушайте, ну карта суд – это карта кармы. Карта восстановления, причем восстановление у кого-то отношений и не имеет значения личных, деловых, социальных, дружеских. Для кого-то это восстановиться на какой-то прежней работе. У кого-то вернуться на родину или смена родины. Восстановление взаимоотношений с близкими. Для кого-то наново поднять какие-то судебные процессы, которые, возможно, были не решены в вашу пользу. То есть здесь может быть и продолжение рода, и тут вообще цепочка многогранна. Давайте смотреть в плане совета. Так что же здесь вам карты посоветуют? Чем заняться? Вот перетасовала снова 6 жезлов. Простите, 6, говорю, 4. 4 жезлов, рыцарь мечей, 7 жезлов. Но слушайте, здесь еще и дьявол. Для многих это все-таки совет, это как возврат на родину, в родные пенаты. И обрести свое место, может быть, для кого-то новую родину, потому что здесь ситуация созвучна. Дьявол – это вы в какой-то созависимой ситуации. Опять же, если с точки зрения совета и рекомендации, то для многих это покупать более статусное, более дорогое жилье. По дьяволу это еще может быть связано с рассрочкой или кредитом. Причем
Делать вы это будете не потому, что хотите. По рыцарю мечей так сложатся обстоятельства, которые вас к этому вынудят. Ну, допустим, серьезные геополитические изменения, социальные, да, которые повлияют на ваш выбор. Может быть, какие-то изменения внутри семьи, связанные с вашими родственниками, близкими, их переездом там, и эмиграцией, и вы будете подтягиваться за ними. Но карты вам рекомендуют обратить на это место, потому что суд, это, знаете, как найти свое место под солнцем. Опять же, где вы бросите корни, где вы будете продолжать ваш род. У кого-то воссоединение с семьей. Очень насыщенный у вас год. Год такой, знаете, как скучно вам не будет, это 100%. Некогда будет скучать. Но я, помимо всего прочего, хочу еще выполнить небольшой такой мини-расклад, потому что часто меня просят, как вы знаете, в предыдущих раскладах у нас так с вами было, прошлых лет, я всегда стараюсь запечатывать вам желание. Но в этом году я решила это сделать в другом раскладе. А сейчас мы просто посмотрим с вами, осуществится ли задуманное вами в рамках 2023 года. Только очень большая к вам просьба не загадывать все и сразу. Определитесь, пожалуйста, с одним желанием каким-то, а не так, как предыдущие знаки позагадывали там массу всего. Карты это четко показали. Поэтому одно какое-то желание, а мы с вами посмотрим, осуществится ли оно. Итак, осуществится ли задуманное скорпионами в рамках 2023 года? Осуществится ли задуманное скорпионами в рамках 2023 года? Ну, скорпионы, ну вы на манеже все те же, семерка чаш. Все, хочу все и сразу. Видите, двойка пентаклей, нет возможности определиться. Поэтому семерка мечей, это, знаете, как не будь их как хитрые евреи. По принципу, это мне, это тоже мне, я себя не обделил. По рыцарю жезлов оно исполнится, но, повторюсь, не гонитесь за всем сразу, иначе можете эти возможности упустить. Объясню почему. Потому что, посмотрите, видите, из-за того, что вы хотели достичь сразу многих целей, восьмерка чаш, многие стаканы опрокинулись. Поэтому пусть это будет одна цель, но глобальная, которая для вас наиболее значима, и которая вы понимаете, что в рамках 2023 года исполнима. То есть не распыляйте свою энергию по принципу, так, я, допустим, там и себе дом в кредит куплю, и машину в кредит куплю, и вот это, и вот то. Пусть это будет что-то одно, но то, что вы 100% осуществите, и от чего получите максимум радости, комфорта, удовольствия. И, знаете, как осознание, что я это сделал, я это сделала. Вот таким у вас выходит 2023 год. Вы, пожалуйста, мне в течение года, либо, может быть, по прошествии периода напишите, как у вас идет информация. Отыгрывается она у вас или нет. Вообще, какой у вас событийный ряд. Меняется ли что-то. Для меня это очень важно, очень значимо. Это своего рода как энергообмен у нас с вами. И я смотрю, что я расклады в этом случае тогда выполняю не зря. В любом случае, вас я благодарю за внимание, за то, что остаетесь со мной и следите за моей деятельностью. С вами не прощаюсь и до новых встреч.